Глубоко в замерзших высокогорьях, там, где земля изрезана шахтами, а воздух настолько разрежен, что кажется прозрачным и колким стеклом, разыгралась драма, начавшаяся с отчаянного сигнала бедствия. Группа спасателей, привыкшая к суровым условиям горнодобывающего региона, получила вызов, который поначалу казался лишь очередным сообщением о несчастном случае, но обернулся встречей с чем-то настолько хрупким и изломанным, что сама мысль о теплящейся в этом теле жизни казалась абсурдной. Прибыв на место, они увидели маленькое существо, едва ли больше груды костей, обтянутых пятнистым мехом. Оно лежало неподвижно на каменистой гряде, почти сливаясь с серым скальником и белыми пятнами вечного снега. То, на что они смотрели, по всем законам природы уже не должно было дышать, но история этого снежного барса стала историей существа, которое наотрез отказалось умирать, вопреки логике, биологии и самой смерти. Все началось в 10 часов утра 4 марта 2025 года. Сигнал поступил от пастуха, чьи отары паслись в отдаленных уголках обширного горнодобывающего края. Среди хаоса острых камней он заметил нечто странное, свернувшийся клубок, который не двигался даже при приближении человека. Это был котенок снежного барса, которому едва исполнилось 6 месяцев. В этом возрасте маленькие ирбисы должны быть полны энергии, учиться охоте под присмотром матери и обладать густым, лоснящимся мехом. Однако этот малыш выглядел опустошающим образом. Весы позже показали всего 9 килограммов 700 граммов. Это было более чем на 6 килограммов меньше нормы для здорового котенка такого возраста. Через тусклую, местами выпавшую шерсть проступало каждое ребро, каждый позвонок торчал острым углом, а тело казалось почти лишенным мышечной ткани. Мех, который должен был быть его главной защитой от беспощадных ветров, висел клочьями на теле, которое почти сдалось, но воля к жизни таилась в его глазах. Эти палевые, будто пришедшие из древних времен глаза, все еще были открыты, вглядываясь в серые небеса. Спасатели работали с предельной осторожностью, понимая, что любое неосторожное движение может стать последним для этого крошечного сердца. Используя медицинское оборудование, они бережно подняли котенка и погрузили его в спасательный автомобиль. Впереди был долгий путь к ветеринарному госпиталю, которому они доверяли больше всего. Пока машина мчалась по извилистым горным дорогам, команда уже связалась с врачами. Голос в рации звучал напряженно. «Мы везем тяжелого пациента. Готовьте все. Это критический случай. Счет идет на минуты». Было уже за 11 ночи, когда автомобиль, наконец, затормозил у дверей госпиталя. Врачи ждали на пороге, уже облаченные в халаты и перчатки. В такие моменты нет места усталости или сомнениям. Когда на кону стоит жизнь редчайшего хищника планеты, все личные чувства отходят на второй план. Котенка немедленно доставили в отделение экстренной помощи. Началась лихорадочная работа. Забор крови, проверка температуры, установка капельниц. Весь персонал больницы мобилизовался вокруг этого крошечного, дрожащего тельца. В воздухе висело напряжение, каждый понимал, одно неверное решение, и мир потеряет еще одну особь этого
исчезающего вида. После того, как первичные показатели были стабилизированы, котенка перенесли в рентгеновский кабинет. Когда снимки проявились на мониторах, в комнате воцарилась гробовая тишина. Картина была ужасающей. Перелом таза, обе задние лапы сломаны, серьезная травма передней лапы. Более того, температура тела была крайне нестабильной. Несмотря на общее истощение, у малыша начинался жар, указывающий на острый воспалительный процесс. Перед ветеринарами встала мучительная дилемма. С чего начинать лечение, когда разрушено практически все? Как оперировать существо, у которого нет запаса сил даже на то, чтобы просто дышать под наркозом? Стало ясно, что котенок провел на той скале в полном одиночестве очень долгое время. Он был там, в ледяной пустоте, не способный двигаться, не способный добыть еду, просто терпя боль, которая для человека была бы невыносимой. Как он выжил, не мог объяснить никто. Времени на раздумья не оставалось. Операционная была готова, и котенка немедленно перевели на хирургический стол. Операция длилась 2 бесконечных часа. Это была кропотливая, ювелирная работа, проводившаяся глубокой ночью под светом мощных ламп. Хирурги стабилизировали кости таза, восстановили структуру запястного сустава и зафиксировали поврежденную переднюю лапу металлическими конструкциями. Они обрабатывали каждую рану и каждый разрыв на его теле с такой тщательностью, будто работали над бесценным произведением искусства. Когда последняя нить шва была затянута, котенка перевели в палату восстановления. Дальше оставалось только ждать и надеяться на чудо. Прошло 6 часов, прежде чем произошло то, чего все так ждали. Медленно, с явным усилием, котенок открыл глаза. Инстинктивная настороженность дикого зверя, вечный страх перед запахом человека и стерильностью больничных палат на этот раз сменились чем-то иным. В его слабом взгляде читалось нечто удивительно похожее на облегчение. Он все еще не мог шевелиться, но он был жив, он был в тепле, и боль начала отступать. С этого момента команда спасателей и врачей начала круглосуточное дежурство. Контроль уровня кислорода, температуры, баланса крови и показателей боли стал их новой реальностью. Они были полны решимости. Раз этот малыш сумел пережить невозможное в горах, они не имели права подвести его здесь. 8 марта, спустя 4 дня после спасения, произошло событие, заставившее всех присутствующих прослезиться. Котенок самостоятельно поднял голову. До этого он был настолько слаб, что его шея просто не держала вес черепа. И вот теперь, с тихой решимостью, которую никто не ожидал увидеть так скоро, он приподнялся и окинул взглядом окружающий мир. Это было крошечное достижение, но для тех, кто боролся за его жизнь, оно означало все. В последующие дни началась настоящая война. Котенка против собственного изломанного тела. Жар спал, обезвоживание отступило, и начал возвращаться аппетит. Сначала это были лишь робкие кусочки мяса, но вскоре голод стал по-настоящему хищным. Малыш начал съедать до 4,5 килограммов свежего мяса в день, и с каждым приемом пищи его состояние менялось. Вес начал расти,
Глаза становились все более ясными и острыми, а мех начал приобретать свою природную густоту и блеск. 14 марта, на 10-й день после того, как его нашли на грани смерти, котенок впервые выбрался из своего реабилитационного бокса. Он прополз всего несколько десятков сантиметров. Это было медленное, тяжелое и явно болезненное движение. Каждое перемещение стоило ему колоссальных усилий, но он не останавливался. Все, кто находился в тот момент в палате, физически ощущали эту невероятную волю к жизни. Начался долгий процесс физиотерапии. Тепловые процедуры помогали расслабить спазмированные мышцы и вернуть к жизни нервные окончания, поврежденные травмами и морозом. Постепенно возвращалась чувствительность, просыпалась мышечная память. Он делал первые шаги, сначала 2-3, потом чуть больше, падая и снова поднимаясь. Однако на 20-й день возникла новая преграда. Компьютерная томография, проведенная внешними экспертами, выявила небольшое сдавливание спинномозговых нервов в шейном отделе. Это было тревожное открытие, которое могло поставить крест на возможности возвращения в дикую природу. Команде пришлось немедленно корректировать план реабилитации, добавляя специфические упражнения и препараты. Они адаптировались к каждой новой трудности, потому что знали, этот снежный барс заслуживает каждого шанса, который человек может ему дать. Шли недели, и прогресс становился все более очевидным. Вес перевалил за 15 килограммов, а затем и за 18. Движения становились более уверенными. В походке появилась грация хищника, отточенная тысячелетиями эволюции в самых суровых условиях планеты. И вот однажды настал момент истины. Без всяких фанфар и объявлений маленькая самка ирбиса просто встала на все 4 лапы. Она замерла, балансируя на своих окрепших конечностях, а затем твердо сделала шаг вперед. Люди, которые неделями не спали, следя за ее состоянием и переживая за каждый грамм набранного веса, смотрели на это как на чудо. На 26-й день ее перевели в специальный вольер для реабилитации. 20 квадратных метров, покрытых натуральной травой, с бревнами и камнями, имитирующими горный рельеф. Это был переход к новому этапу. Теперь ей нужно было не просто вылечиться, а снова стать диким зверем. 13 июня Центр спасения отметил важную дату — 100 дней с момента обнаружения котенка. Та, кто прибыла в больницу практически трупом в холодную мартовскую ночь, теперь весила 21 килограмм. Она была сильной, любопытной и крайне осторожной. Она больше не искала контакта с людьми. Напротив, в ней проснулась здоровая дикая настороженность. Ее враждебность по отношению к человеку теперь воспринималась врачами как лучший комплимент их работе. Это означало, что она готова вернуться домой. За это время история барса облетела весь мир. Дети присылали рисунки, тысячи людей оставляли комментарии со словами поддержки. Люди, живущие за 1000 километров, чувствовали связь с этим существом, которое стало символом надежды. Наконец, настал день возвращения. Было получено официальное разрешение на выпуск животного в природный заповедник. Когда клетку с барсом везли к месту выпуска, она вела себя необычно.
Она прижималась к решетке, вдыхая горный воздух, и в ее поведении чувствовалось некое предвкушение. Казалось, какая-то древняя часть ее сознания знала, что она возвращается туда, где родилась. Когда дверца клетки открылась, перед ней раскинулись бесконечные горы, холодные, величественные и прекрасные. Она не колебалась ни секунды. Она рванулась вперед и побежала так, будто никогда не была прикована к больничной койке. Команда спасателей стояла в тишине, провожая ее взглядом. Они видели, как пятнистый силуэт сливается с камнями, как она легко преодолевает выступы и исчезает в складках местности, для которой была создана. Все те бессонные ночи, сложные операции, часы физиотерапии и тревожные ожидания сжались в одну идеальную картину — снежный барс, бегущий на свободе. В этот момент они поняли нечто важное. Жизнь дикого животного может зависеть от одного единственного решения человека. Если бы тот пастух прошел мимо, если бы врачи сдались в первую ночь, этой грации и этой силы больше не существовало бы. Эта история — свидетельство того, что сочетание профессиональных знаний и искреннего сострадания способно совершать невозженное. Ирбис, который отказался умирать, теперь бродит где-то там, высоко над миром, под открытым небом. Она охотится, живет и напоминает всем нам о том, что происходит, когда люди и природа выбирают друг друга. Каждый раз, когда в горах проносится ветер, кажется, что он несет в себе отголосок той самой воли к жизни, которая спасла это удивительное существо. И хотя она исчезла в тумане высокогорий, она навсегда осталась в сердцах тех, кто помог ей совершить это возвращение. Мир стал немного богаче от того, что в нем сохранилась одна маленькая, но невероятно сильная жизнь, которая теперь продолжает свой путь среди вечных льдов.